Всем привет! Сегодня давайте поговорим о природе России. Природа России очень разнообразна и удивительна. Это самая большая страна в мире, и ее территория простирается от Балтийского моря до Тихого океана, от холодного Арктического океана до южных степей и гор Кавказа. Такое большое пространство делает природу России уникальной. Здесь можно увидеть почти все климатические зоны, от тундры до субтропиков. Одним из символов русской природы является береза. Белые стройные деревья с зелеными листьями можно встретить во многих регионах страны. В русской культуре береза символизирует чистоту, нежность и красоту. Она часто встречается в песнях, стихах и картинах. Многие иностранцы, приезжая в Россию, удивляются большим березовым рощам, которые создают особую атмосферу. На севере России находятся огромные леса, которые называются тайгой. Тайга– это бескрайние просторы хвойных деревьев, елей, сосен, кедров. Здесь живут медведи, волки, лоси, рыси и множество птиц. Тайга занимает большую часть Сибири и считается зелеными легкими планеты, потому что она производит огромное количество кислорода. Еще одно природное богатство России– это реки и озера. Самая длинная река России– Волга. Она играет важную роль в истории и культуре страны, поэтому ее называют «Матушка Волга». Самое глубокое озеро в мире тоже находится в России и называется Байкал. Его вода очень чистая и прозрачная, а возраст озера более 1 000 000 лет. Байкал называют жемчужиной Сибири, и это место привлекает туристов со всего мира. На юге России можно увидеть Кавказские горы. Здесь находятся высокие вершины, снежные пики и красивые горные реки. Главная гора Кавказа – Эльбрус. Это самая высокая точка Европы. Кавказ известен своей природной красотой, а также минеральными источниками. Не менее прекрасна природа Камчатки. Этот полуостров славится вулканами, гейзерами и дикой природой. Там можно увидеть медведей, которые ловят рыбу прямо в реках, и горячие источники, из которых поднимается пар. Камчатка кажется почти нетронутым уголком земли. Природа России вдохновляет художников, писателей и музыкантов. В стихах Есенина можно почувствовать красоту деревенских пейзажей, в картинах Левитана– тишину рек и лесов. Даже в повседневной жизни природа остается важной частью культуры. Люди любят ходить в лес за грибами и ягодами, отдыхать у реки или на даче. Изучая природу России, можно лучше понять характер ее народа. Просторные поля, густые леса, суровые зимы и теплые летние вечера. Все это формирует особое настроение и образ жизни. Для тех, кто интересуется русской культурой, знакомство с природой– это важный шаг к ее пониманию.